Всем привет! Вы на канале Удивительная планета, и сегодня мы с вами поговорим об озере Алаколь. Алаколь – живописное озеро, расположенное в пустынном регионе на востоке Казахстана. Оно раскинулось в долине Джунгарского Алатау в окружении невысоких предгорий. Минерализованные воды обширного водоема, обилие целебных источников и впечатляющий ландшафт обусловили создание на берегах озера курортной зоны. Сегодня в этом удаленном от крупных городов регионе развивается туризм. Здесь действует биосферный заповедник. От столицы Казахстана до курортной зоны озера примерно 1000 километров, от Алматы 460 километров, а ближайший к Алаколю город, небольшой райцентр Ушарал, находится в 40 километрах к западу от его побережья. Название озера по-казахски означает многоцветное, пестрое. Воды Алаколя в течение дня по-разному отражают солнечный свет, благодаря уникальному химическому составу. На рассвете водная гладь бирюзовая, в полдень играет всеми оттенками лазури. К закату волны становятся фиолетовыми с багрянцем. В непогоду мощные штормы катят по озеру свинцово-серые валы с бурой пеной на гребнях. Долгое время эта местность, приграничная с Китаем, была закрыта для посещений. В начале 2010-х годов туриндустрия Казахстана взялась за преобразование пустынного побережья озера в курортно-оздоровительный балнеологический регион. В 3 курортных поселках Акши, Кабанбая и Коктуме активно развивается инфраструктура, обслуживающая внутренний туризм. В районе озера Алаколь проложена железная дорога. Автотрасса связывает регион со столицей Казахстана. Здесь же проходит недавно отремонтированное автомобильное шоссе, ведущее из Алматы в Усть-Каменогорск. Между тем, по отзывам путешественников, уровень сервиса здесь все еще оставляет желать лучшего. Транспортное сообщение в регионе налажено неважно. В поселках отсутствуют крупные торговые центры, точки общепита. Немногочисленные рестораны и столовые действуют в основном на территории баз отдыха и при мини-отелях. Не слишком разнообразна программа экскурсий и развлечений. Воды озера Алаколь и обильные минеральные ключи на его берегах обладают целебными свойствами. Здесь возведены базы отдыха, пансионаты, небольшие курортные отели. В 2019 году на прибрежных курортах озера Алаколь побывало около 150 тысяч туристов. Озеро Алаколь находится в восточной части Балхаш-Алакольской низменности, разделяя восточно-казахстанскую и Алматинскую области республики. Озеро лежит в подгорной долине Джунгарского Алатау. Долина представляет собой каменистую песчаную пустыню и травянистую степь с редкими взгорьями, поросшими полынью, ковылем и кустарниками. Крупных городов в ближайших окрестностях нет. На юго-востоке пролегают горные хребты Кайкан, Кунгей-Тастау, Жабык. На северо-востоке вдоль границы с Китаем высится хребет Тарбаганай. В его ледниках берет начало река Урджар, один из основных притоков озера Алаколь. На востоке открывается горный проход в Китай, ущелье Джунгарские ворота. Протяженность озера Алаколь составляет 104 километра. Площадь водного зеркала составляет 2696 квадратных километра. На дне встречаются впадины глубиной до 54 метров. В Алаколь впадает несколько рек, водостока же озеро не имеет. По соседству находятся озера Сасыколь, Уялы, Жалан-Шаколь, соединенные извилистыми заболоченными проливами. Это голубое ожерелье образует Алакольскую озерную систему. На географической карте протяженная цепочка водоемов напоминает изогнувшуюся ящерицу, вытянувшуюся с востока на запад. Горьковатые воды озера Алаколь насыщены солями и минералами, обладают высоким содержанием брома, радона и фтора. Его обширные низменные окрестности, окруженные невысокими горными отрогами и пустынями, известны как Алакольский артезианский бассейн. В его недрах на площади свыше 26 тысяч квадратных километров разведаны водоносные горизонты, залегающие на глубине от 15 до 300 метров. Через пробуренные скважины минерализованная вода поднимается без помощи насосов под естественным высоким давлением горных пород. Выходы источников фонтанируют на 16-18 метров в высоту. На глинистых участках берегов есть локации с лечебными сероводородными грязями. В 1998 году здесь был создан Алакольский заповедник. Часть его территории располагается на 3 крупных островах в центре акватории озера Алаколь.
К заповеднику отнесены и 17 422 гектара водно-болотных угодий в дельте реки Тентек у южного побережья соседнего озера Сасык-Коль. Здесь, в тростниковых плавнях и камышовых зарослях, обитает 149 видов птиц. Среди них лебеди, кудрявые пеликаны, утки, бакланы, цапли, чайки, гагары. Встречаются амфибии и змеи. Водится окунь, белый амур, сазан, судак. Всего 17 видов рыб. Озеро Алаколь лежит в поясе резко континентального климата. Небо над предгорной долиной нередко затягивается облаками. Преобладает северный ветер, часто вызывающий на озере штормовые волны. Температура в январе редко опускается ниже минус 12 градусов Цельсия. Абсолютный минимум в 2006 году составил минус 37 градусов Цельсия. Оттепели начинаются здесь в марте. Днем воздух прогревается от плюс 4 до плюс 6 градусов Цельсия. Курортный сезон стартует в первых числах июня. Все лето дневная температура вполне комфортна и удерживается в пределах плюс 22, плюс 26 градусов по Цельсию. Бывают и очень жаркие дни. Зафиксированный в июле 1980 года максимум превысил отметку плюс 42 градуса Цельсия. Летняя температура воды у берегов озера варьируется в пределах от плюс 20 до плюс 22 градусов по Цельсию. К началу осени на побережье холодает. Уже в сентябре по ночам температура падает от плюс 9 до плюс 11 градусов тепла, но днем все еще тепло, плюс 20, плюс 23 градуса тепла. В этот период курортный сезон на побережье озера Алаколь завершается. Пляжи на побережье озера Алаколь покрыты обкатанной волнами темной галькой. По большей части это кусочки шунгита, горной породы угольно-черного цвета, сложившейся из вулканической магмы, древних донных отложений и минералов, содержащихся в воде. Туристы собирают отполированную штормами черную шунгитовую гальку в качестве сувениров. Казахские народные ценители утверждают, что шунгит обладает лечебными свойствами, и даже несколько часов, проведенных на таком пляже, способны укрепить здоровье. Говорят, что курортники, отдохнувшие летом на берегах озера Алаколь, приобретают иммунитет против зимней простуды. Пляжи, принадлежащие базам отдыха и курортным отелям, хорошо обустроены. Тут предлагаются зонты, шезлонги, действуют пункты проката лодок, оборудованы раздевалки и туалеты. Правда, таких локаций немного. Впрочем, на побережье достаточно удобных для пляжников диких мест, где можно искупаться и устроить пикник. На озере Алаколь можно замечательно порыбачить. В улове окунь, сазан, судак. Базы отдыха предоставляют в аренду снасти, лодки, организуют рыболовные туры, устраивают выезды на пикники. Развивается рафтинг по горным рекам. Желающие имеют возможность присоединиться к группе альпинистов и отправиться на покорение пиков Алатау. По каменистому бездорожью в окрестностях озера устраиваются джип-сафари. Недавно тут появились мотодельтапланы, на которых можно полетать с пилотом-инструктором. Для курортников организуются автобусные экскурсии к горному перевалу Джунгарские ворота. В Казахстане перевал называют Джунгарскими или Жетысусскими воротами. Через это живописное 50-километровое ущелье некогда проходил Великий Шелковый путь из Китая в Центральную Азию. Теперь тут пролегает казахско-китайская государственная граница. В этом районе расположено известное озеро Жалан-Ашколь. Считается, что его минеральные воды особенно полезны для женского организма. С глубокой древности известны местные термальные ключи. Интересно, что здесь располагается континентальный полюс относительной недоступности. Географическая локация максимально удаленная от побережья Мирового океана. На берегах озера Алаколь возведены десятки баз отдыха и гостиниц. Спектр предложений от бюджетных домиков с невысоким уровнем сервиса до апартаментов класса люкс. Неприхотливые туристы останавливаются и в частных усадьбах местных жителей. Сезон тут длится недолго, и в течение летних месяцев цены на базах отдыха растут раз в 3-4 недели. По сравнению с началом июня стоимость проживания в местных гостиницах во второй половине августа возрастает примерно вдвое, возвращаясь к исходным показателям в первых числах сентября. Наиболее развитая инфраструктура гостеприимства создана в курортном поселке Акши, что на юго-западном побережье озера Алаколь.
Общественный транспорт в районе озера Алаколь практически отсутствует. Полагаться здесь следует на такси, попутные машины или на собственный автомобиль. Из аэропорта Нур-Султана в курортный регион Алаколь удобно добираться на самолете. Небольшие турбовинтовые лайнеры местных авиалиний приземляются в аэропортах Урджар и Ушарал. Рейсы совершаются один раз в сутки. Если вы избрали для отдыха Коктуму или Акши, что на юго-западном берегу озера Алаколь, лететь следует в аэропорт Ушарал, оттуда до цели путешествия 60 километров. До Кабанбая, поселок находится на противоположном, восточном побережье озера Алаколь, лучше добираться через аэропорт в Урджаре, а затем проехать на такси оставшиеся 120 километров. Регулярного автобусного сообщения прибрежных курортов Алаколя с аэропортами пока не существует. Пассажиров немного, движение общественного транспорта по этим маршрутам не рентабельно. Некоторые отели организуют встречу гостей в региональных аэропортах на собственных автобусах. В летний период из Нур-Султана к озеру Алаколь ходит сезонный поезд. Он останавливается возле Акши в Коктуме и недалеко от Кабанбая, станция Жалана-Школь. До станции Жалана-Школь курсируют пассажирские поезда из Семипалатинска и Усть-Каменогорска. Конечная остановка – пограничная железнодорожная станция Достык на перевале Джунгарские ворота. Время в пути – около суток. Аэропорт Алматы до курортов на юго-западном побережье озера Алаколь около 460 километров. Из этого города к курортам озера Алаколь в летний сезон курсируют автобусы. Время в пути – 10 часов. С июня до начала сентября из Алматы сюда ходит туристический поезд. Поездка занимает 16 часов. Состав прибывает на станцию поселка Коктума. Автотуристы, выезжающие к озеру Алаколь из Нур-Султана, могут выбрать один из двух маршрутов – через Караганду до Акши или через Семипалати.